Ты не разочаруешься, если ты не ставишь никаких ожиданий. Привет, братишки, сестренки, небинарчики, я Овсян, я косплеер, я занимаюсь этим уже больше 10 лет, и за это время у меня скопился немалый багаж опыта, знаний и травм, которым я бы хотел с вами поделиться. Как человек с определенной репутацией, я, пожалуй, начну с того, что меня бесит в косплее. Первое – это, конечно, люди, но не совсем те, о которых вы подумали. Я ненавижу бесконечную безответственность фотографов, швей, крафтеров и прочих мастеров, которые всегда проебывают сроки. Какие бы сроки им не были поставлены, они никогда не будут исполнены. Если ты не ставишь сроков, значит ты не дождешься своих фоток, крафта или костюма просто никогда. Часто бывает такое, что люди заказывают съемку, могут ждать ее годами. Кто-то, знаете, уже успел там жениться, выйти замуж, родить детей, развестись, а фотки все еще у фотографа. И каждый месяц он говорит: да-да-да, я в этом месяце все доделаю. Через 3 месяца тебе напомнят, у тебя там, не знаю, отвалилась нога, умерла блоха или еще что-нибудь. И так происходит постоянно. Вы можете видеть, как меня бомбит, потому что я просто ненавижу это говно. И я как косплеер всегда, конечно же, вхожу в положение людей, потому что я терпила, наверное. Но это так бесит. И понимаете, в чем смысл? Ты обычно, когда делаешь косплей-образ, ты приурочиваешь его к какому-либо событию. Например, там вышло аниме, и поэтому ты хочешь сделать вот этот образ. Или там игра, или еще что-нибудь. Поэтому смысл фоток, которых ты ждешь 3 или 4 года, исчезает. И все твои вложения, то есть костюм, парик, линзы, аренда фотостудии, да и оплата фотографу просто уходит в трубу. Поставьте сразу 3 года, чтобы люди знали, чего ожидать, и это будет абсолютно адекватно. Потому что если я там, не знаю, в приложении заказываю себе пиццу и написано, что она приедет через 30 минут, я хочу ее через 30 минут, а не через неделю. Через неделю мне, может, не нужна будет пицца. И честно, я не понимаю, как можно относиться таким образом к своей работе. Потому что люди платят вам деньги. Вы сами ставите сроки. Вы сами назначаете цену. Так почему? Я не понимаю. Кто-нибудь объясните мне, как? Мы такие: пу-пу-пу, пу-пу-пу, ну ладно, ну блин, ну там что-то случилось, может, у человека там, ну всякое ж бывает. Не надо так. Просто хочется найти людей, которые умеют организовывать свое время. Это было бы очень здорово. Второе – это социальные сети. Мне кажется, что я на том этапе своей жизни, чтобы честно сказать, что я делаю косплей не для себя, вернее, не только для себя. Да, косплей – это творчество, и я делаю то, что мне нравится. Но конечный смысл не в самой красивой картинке, а в том, какие чувства или эмоции вызывает эта картинка у людей. И для этого я и выкладываю свои работы в социальные сети. Но иногда мне кажется, что социальные сети ненавидят косплееров как вид. Постоянные изменения потрясающие. Тебе нужно понять, за что тебя заблокируют, за что не заблокируют, что тебе удалят, что вообще никому не покажется, что никому просто не надо. И тебе нужно это все понимать, считывать. В каждой социальной сети свои алгоритмы, везде свои правила. Это просто какой-то кошмар. Мне дважды блокировали Инстаграм, у меня уходили месяцы на то, чтобы пытаться это разблокировать. Моим друзьям постоянно тоже что-то блокируют. Алгоритмы многих соцсетей устроены таким образом, что они продвигают контент, если ты постоянно постишь примерно одно и то же. Что-то на одну тематику. И как вы понимаете, сам косплей тематикой не является. Соответственно, если ты меняешь фэндомы, по которым ты косплеишь, или делаешь разный вид контента, например, там юмористический отдельно, да, или там что-то эстетическое ты делаешь, это уже разные виды. И условный ТикТок думает, что ты поменял свою тематику ведения, и такой: а пошел-ка ты отсюда, мы не будем тебя никому показывать. Или Инстаграм то же самое может сделать. Он такой: другой фэндом, странно. Или наоборот, он такой: вау, другой фэндом, круто.
И ты никогда не угадаешь, и это просто взрывает мне мозг. То есть я там запарился с костюмом, с париком, сделал съемку, продумал все. И теперь мне нужно сесть и придумать, как это запостить, чтобы это увидел кто-то. Третье – это нереалистичные стандарты. Как вы понимаете, косплееры – это люди. А персонажи, которых мы выбираем для косплея, они 2D. Ну, иногда 3D, но это не важно. Они нарисованные, они не настоящие. И они идеальны. У них идеальная кожа, идеальная укладка 24/7. Они могут быть высотой 3 метра, стали размером вот таким. И при проработке образа косплея ты как бы пытаешься сделать максимально похоже. Но это нереально. Это нарушает все законы физики, вселенной в целом. И если ты пытаешься быть максимально похожим, у тебя могут начаться беды с башкой. Можете мне поверить, я знаю, о чем я говорю. Потому что ты пытаешься, но это невозможно. Идеал недостижим. Мысль моя улетела. Эти нереалистичные ожидания только закрепляются комментариями в социальных сетях, которые могут быть не самыми вежливыми и тактичными. Не все люди понимают, что мы не 2D. И мы сами тоже иногда об этом, к сожалению, забываем. Мой совет начинающим косплеерам, когда меня спрашивают: пожалуйста, следите за своей менталочкой. Помните, что вы 3D, что вы люди. И лучше подходить к созданию образа не с точки зрения максимальной похожести, а просто думать, ну, как вы видите. Это вот как, ну, в любом искусстве. Вы передаете свое видение. И если вам кто-нибудь потом напишет не похож, вы скажите: я так вижу, пошел нахуй. Все. Правильно? Правильно, круто, молодцы. Не похож, а вот мне нравится. А вот я так вижу. И для меня просто круто, что если кто-то видит так же, как я. Это правда круто. Если кто-то считает, что это херня, то и ладно. Вот такой вот у меня получился первый пробный видос. Делитесь своим мнением, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь, если вы хотите узнать что-нибудь еще. У меня на самом деле масса идей и тем, о которых я бы хотел рассказать и поговорить. Спасибо вам и до новых встреч. Это уже когда-то приедается, ты уже не можешь себя шеймить сильнее, ты уже такой: да, в общем-то, поебать.